Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие, кто присоединяется к нам. Надеюсь, меня хорошо слышно. Добрый вечер. Напишите, как слышно. Я вижу, Анджанима к нам уже присоединяется. Еще пару минут. И мы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, Анджанима. Добрый вечер, моя хорошая. Добрый вечер, Кариночка. Добрый вечер, очень рада вас видеть. Взаимно. Сейчас будем ждать немножечко, когда подойдет народ, или будем сразу общаться? Буквально можем пару минуток подождать, и как раз я озвучу, да, о чем мы сегодня будем говорить с вами на эфире. И я, наверное, включу комментарии. Вот у меня один вопрос только. Слышимость хорошая? Да, напишите, пожалуйста, как нас слышно. Слышимость хорошая ли? Угу. Рада вас видеть, пишут вам. Взаимно. Я тоже очень всех рада видеть. Знакомые лица. Надеюсь, нас хорошо слышно. Хорошо слышно. Все, комментарии отключаю, и позже мы к ним вернемся. Анджанима, сегодня у нас такая тема очень интересная. Мы поговорим с вами о годе 2021, который сейчас, да, уже идет. И также мы поговорим о персональном, о личном, да, который можно рассчитать из собственной даты рождения человека. И что об этом нам, собственно, говорит ведическая нумерология. Поэтому с чего начнем? С чего начнем? Что мы не можем не отметить за эти несколько месяцев уже начавшегося 2021 года, какие энергии окружают нас. То есть то, что, о чем мы будем говорить, это что-то конкретное. Это не только то, что написано сквозь тысячелетия в ведических знаниях, ведь астропсихология, нумерология ведическая основана на древних знаниях мудрецов, которые много тысяч лет назад, уже наблюдая, как человек общается с миром, какой у него мир внутри, так мир и освещает тоже ему внутренний как бы экран. Поэтому в нумерологии ведической мы говорим о том влиянии, которое есть извне. Год-то легко посчитать. Мы считаем все циферки. 2, 0, 2, 1 дает пятерочку. Сейчас год пятерочка, управляемый планетой Меркурий. И то, что написали мудрецы, это одно. А вот посмотрим, что и как сейчас происходит. Потому что несколько месяцев уже прошло, очень много было каких-то прогнозов страшных, но пока мы здесь, живы-здоровы и проходим через все сложности. И вот это самое главное. Итак, планета Меркурий, управляемая силой страсти, это планета, которая все время движется, и надо брать хорошее от каждой планеты, ведь каждой планеты это аспекты божественного, влияющие на нас извне. Ну, а вот опять же, как мы реагируем, это уже наш внутренний мир. Итак, правящая планета Меркурий в ответе за социальные контакты. Посмотрите, что происходит сейчас в социуме. Мы не можем этого не увидеть. Да? Обычно, как большой муравейник, все шумит, шуршит, все двигаются. Сейчас Меркурий в этом году где-то зажат,
а где-то люди, несмотря ни на что, продолжают двигаться. И это планета, отвечающая за передвижение, за путешествие. Кто-то, несмотря ни на что, все равно находит куда-то поехать. И планета, этот аспект ее, постоянно двигающий, в ответе за информатику, за информацию и за передвижение, которое происходит не только снаружи, но и в голове. То есть постоянное движение мыслей. Здесь очень... А информация от СМИ на нас как влияет, то, что попадает к нам? Это очень важный аспект. Вот спасибо, хороший вопрос, потому что Меркурий в ответе за социум. Это очень-очень важно. Посмотрите, как влияет на нас социум. Каким образом? Как мы говорили до этого, есть 3 вида силы ума. Ум в силе благости, в силе страсти или в силе невежества. Так вот, социум влияет на нас, либо поднимает это общение с людьми духовными, с людьми мудрыми, с людьми, которые могут обогащать наш ум каким-то интересным опытом. Да, ведь когда мы делимся опытом, подобное притягивает подобное. И если мы окружены постоянно людьми, например, токсичными, постоянно негативными, что мы получаем? Информацию, которая нас не возвышает, наше сознание, а наоборот токсичным грузом ложится, глубоко проходит. То есть вот контакты в социуме – это очень-очень важный момент. Или контакты у Меркурия бывают очень поверхностными. Когда люди встретились, выпили, поговорили ни о чем, сделали какую-то массу дел ненужных, оно ни уму, ни сердцу, но вроде как все весело. Это тоже аспект Меркурия такой поверхностный. Вот это понимание белки в колесе, она бежит, особо не задумываясь. А сейчас надо посмотреть, что средства массовой информации, Меркурий не благости, нету свободы слова. Меркурий очень, очень жизнерадостная, озорная такая планета. Я бы сказала, вот Буратино, который хочет засунуть свой нос повсюду. Все ему интересно. Но часто не очень незрелость Буратино, она его приводила к разным приключениям. Он был очень рад. Это планета приключений. Но вот сейчас очень много моментов, когда нам не дают особо ни попутешествовать, ни услышать правду, потому что очень многие знают и жалуются, что в Фейсбуке, да, еще где-то просто купируют какую-то информацию, если она не подходит кому-то. То есть свободы слова, в общем-то, нет. Давайте называть вещи своими именами. Но есть какие-то интересные моменты. Не плохо, не хорошо, а всегда каждый может сделать для себя свои выводы. Это, кстати, из личного персонального года можно узнать, из расчета. Вот мы сегодня поговорим, да, о личном, о персональном годе, чтобы было более понятно. На нас, на всех, абсолютно на всех на планете Земля действует год, 2021 в данном случае. Вкладываем, получается 5. Меркурий – это универсальный год для всех. Он дает четко свою информацию, мы не можем ее не видеть. Но помимо всего общего, каждый проживает через свои фильтры, через свой личный персональный год. И как высчитать этот личный персональный год, я вам сейчас объясню. Вот мы тебя и возьмем как пример. Твою дату рождения, если ты не против. Я не против. Сейчас все участники, кто смотрит эфир, может быстренько взять листочки и ручки и тоже посчитать свой личный год, и Анджани Ма кратенько нам расскажет. У меня 21.05. Так, вот, извини, я останавливаю. Нам не нужен год. Нам нужно для расчетов число, день рождения, это число характера. Те, кто уже делали со мной консультации, наверное, вы поняли, когда мы говорим о дне рождения, число характера, но там же и число души.
Мы Ага. чувствуем, что нам нужно, какой у нас характер, так и проживаем свою судьбу. И вот мы складываем число дня рождения, в твоем случае 21, 2 и 1 складываем, получается трешечка в твоем Мгм. случае. Прибавляем к дню рождения число месяца. Какой твой месяц, число? Месяц 0,5. Итак, мы складываем 3 плюс 5. Получается число 8. И вот 8. 8. Значит, это число, оно число интересное, оно число партнерства, число миссии, предназначения души, у каждого оно свое. Вот это число, день плюс месяц, мы складываем, получается, что получилось одно число в конце, и прибавляем пятерочку. Каждый к своему числу, которое получилось у вас, вы прибавляете пятерочку 2021 года. Мгм. И сумма, которая получается, какая у тебя получается сумма, Кариночка? 13. Значит, 8 плюс 5 получается 13. И мы опять сводим к одному числу. 1 и 3 получается 4. Мгм. Значит, как понять, что такое личный год? Он идет от дня рождения до следующей даты, до следующего дня рождения. Если у кого-то в начале дата рождения, вот у тебя практически посередине, значит, твой Мгм. личный год начался, предыдущий, 21 мая 2020 года. Мгм. Тот год был четверочка. Значит, 8 твое число, вот это, ты прибавляешь, ты обязана прибавить предыдущий год, ведь твой последний день рождения был тогда. Да. Значит, чтобы понять, что ты проживаешь сейчас. И ты проживала год номер 12 плюс 4. Что получалось? Ой, Семерка. извини, 8 плюс 4 предыдущий год получалось 12. Да, 12. 1 и 2, год номер 3 у тебя. Мгм. Он у тебя сейчас продолжается. Ты в личном твоем персональном годе номер 3. И Номер 3. правда, ты понимаешь, да, мои мысли? Да. Да. Значит, Мгм. твой персональный год, личный, идет сейчас номер 3. Это число планета Юпитер под управлением. И у тебя новый твой год начнется персональный. Следующий. Четверочка. Да. 21 мая. Да. Вот так, чтобы было всем нашим слушателям понятно, как мы считаем личные. Потому они и личные, что они начинаются и очень Да. концентрируются вот вокруг даты рождения. Мгм. Всегда дата рождения очень хрупкий период. Вот до и после дня рождения. Вот эта смена. Мгм. Поэтому, Точно. правда же? Наверное, есть какие-то еще рекомендации, как провести день рождения правильно. Мне такая мысль пришла. Ну вот вообще нужно понимать, что так как мы в иррациональной науке, данные, да, мудрецами, то речь идет о том, что когда душа приходит в воплощение, то день Мгм. рождения, он связан с тем, как мама носила беременность. Вот настолько глубоко. И так как ребенок, которого мама носит под сердцем, связан с мамой мыслями, эмоциями, то, Мгм. наверное, очень много, если мама уже имеет опыт деторождения, она не волнуется. И все равно, я думаю, всегда мама перед тем, как ребенок придет в этот мир, волнуется. Поэтому ребенок к концу беременности проживает вместе с мамой тоже определенное волнение. И день рождения нужно... Иногда вот люди говорят, я часто болею перед днем рождения. Что очень Мгм. может быть? Потому что хрупкое состояние, вот психоэмоциональное или иногда физическое, да, вокруг дня рождения, до и после могут быть. Побережнее, более бережно надо к себе относиться. Ну, когда мы знаем, то Да. знания всегда помогают. Вот. И поэтому очень часто есть возможности прожить свой день рождения шумно, вот в тусовке как-то, да, в какой-то по привычке, а вы слушаете себя, потому что если состояние, ведь в зависимости от личного года будут разные абсолютно мироощущения. То есть, может быть, в Мгм. один год вам захочется пойти с кем-то
пообщаться, ведь пятерка это вот как сейчас, да, очень много возможностей побыть, ну, несмотря на запреты, потому что здесь, в Швейцарии, очень все достаточно жестко. А в России я знаю, что больше свободы, но если Да. у вас есть внутреннее пожелание остаться одному в свой день рождения, Мгм. слушайте себя. Как раз Мгм. личные годы об этом, о внутренних ощущениях, которые меняются с каждым личным годом. Мгм. Итак, да, Да, какой-то вопрос? я думаю, уже наши слушатели, зрители посчитали свой год, свою дату, и можно начать с 1 числа. Мгм. Значит, мы начинаем. Те, у кого получилось число 10, значит, нолик убираем, и получается единичка. Итак, Мгм. что же это за первый год? Первый год – это замечательный новый старт, после чего речь идет о том, что на человека влияет такая синусоида, как бы. То Мгм. есть жизнь никогда не стоит на одном месте, и всегда что-то заканчивается. То есть перед годом номер 1 был год 9. Год номер Мгм. 9 девятилетнего цикла, когда мы многие какие-то события получили плоды, и было завершено очень многое. И вот год номер 1 – это новый старт, это новые начинания, это энтузиазм, потому что он управляется под силой Солнца. Солнце, как М. известно, дает миру свет, дает тепло, к солнышку все тянутся. Главное качество солнышка – это быть лидером. Даже те, кто никогда не был лидером, а кто-то привык в тени кого-то прятаться, в этот год это возможность развить вот эти качества. Мгм. Это год легкий считается, все относительно. Но этот год считается нового начала, тут нужно быть просто достаточно активным и осмеливаться, потому что могут прийти новые люди, новые ситуации. Но если в какие-то годы бывает больше испытаний, то тут оно само придет. Жизнь Мгм. предоставит возможности начать новое предприятие, год, когда хорошо, переезжать в новое место, что-то Мгм. начинать, какой-то новый бизнес, приобретать что-то новое, предприятие какое-то, если начинается, оборудование туда новое. То есть можно реализовать себя на многих уровнях или начать процесс, который вот реализации, самореализации на разных уровнях, которые в предыдущие годы, которые не всегда бывают простые для людей, что-то как будто какой-то фактор притормаживал, не Мгм. давал возможности. А в первый год тут нужно быть с энтузиазмом, как бы запрыгивать в поезд, потому что поезд везет вас в хорошем направлении. Новые Мгм. профессии могут прийти для кого-то, новый бизнес, новые идеи, прибыль, значит, может прийти какая-то тоже неожиданная прибыль. Я говорю сейчас не только о финансовой, а Мгм. прибудет много народу, много ситуаций, много прибыли может быть. И вот как представьте, что идет, я часто даю это понимание судьбы, у каждой это число судьбы, когда мы считаем в конце. И это туда, куда мы собрались. Но наш поезд идет и вверх, и вниз, и налево, и направо. И вот номер 1 – это прямо такой энтузиазм и практически гарантия на большой успех. Все, чтобы мы, как главное, осмелиться. Поэтому нам в этот год нужно проявлять яркие, теплые такие качества, солнечные, и помогать другим, потому что наше окружение, ну, в семье или близкие, мы же все, видите как, в разных состояниях внутренних. И вот те, у кого есть это солнышко, надо помогать другим обязательно. Поддерживать, давать веру, надежду, любовь, давать вот этот энтузиазм, вдохновлять людей. Вот это солнечные Мгм. качества. И, А, значит, кстати, вот свое солнышко как-то, чтобы гармонизировать как-то, можно вот с помощью каких-то практик? ну вот так как мы
все-таки Сати-клуб, это была идея, данная Сати, основываясь на йоге, на качествах духовных, физических человека, аюрведа, так как я преподаватель и йогических практик, и терапевт по аюрведе, то йога и аюрведа — это две неразделимые тропинки к мудрости в себе. Поэтому в хатха-йоге или во всех других видах, практиках йоги приветствие Солнцу. Сурья намаскара. Сурья — это на санскрите солнышко. И, наверное, коррекция, потому что есть много мер коррекции, но коррекция, меры коррекции по Солнцу, мудрость нам всегда подсказывает. Кто рано встает, тому Бог дает. Рано вставать, утром делать, приводить свое тело спящее в порядок, например, делать приветствие солнышку, лучше всего на травке заземляться. Земля забирает всю негативность тоже, которую за ночь мы набираем в синтетической одежде. Вот на природе, на солнышке делать приветствие солнцу, но если нет, можно и дома на солнышке, идти, я давала практику набор солнечной энергии, очищение этим солнечным светом. Приветствие солнцу всегда очень нам дает большое количество энергии по всем чакрам. Мы с тобой проводили эфир по чакрам. Все чакры, все 7 основных чакр, центров начинают сиять и крутиться в нужную им сторону. Да, и, конечно, распорядок дня. Распорядок дня, казалось бы, это так просто, а это фундаментально. Ложиться, когда Луна всходит, набираться лунной энергии, а утром набираться солнечной. И кушать вовремя. Еда вовремя связана с огнем внутреннего метаболизма. Когда мы едим не вовремя или целый день, то мы растрачиваем солнечную энергию. Ее становится меньше. Спасибо. Это очень ценно. Дальше, что у нас? Тот, кто посчитал, у кого двоечка. Двоечка, второй личный год, управляется планетой Луна. Этот год интересен для личностных пониманий, как я функционирую. Луна олицетворяет материнство, женственность, ум с его чувствами. Да? То есть чувство переходит в эмоции. Это чувственный ум человека. И качество Луны, то есть, опять же, когда мы говорим, что ум может быть в благости, в страсти или в невежестве, и мудрецы нам говорят, что все страдания наши происходят тогда, когда у нас ум не заполнен истинными знаниями, когда сознание не очищено. Значит, ситуации могут быть во время лунного года варьирующими, так как Луна. Белая, черная, черная, белая. И вот так как мы лунные создания женщины, на нас влияют лунные циклы Луны. У женщин очень мир внутренний, ведь Луна — это внутренний мир. Индийская астрология, джьотиш, что означает свет, это лунная астрология. То есть большую ценность, и мы, изучая внутренний мир, мы постигаем человека гораздо больше из самих себя. Луна прячется, свет ее идет от Солнца. Она отражает солнечный свет. Поэтому это не активная планета, но это планета сотрудничества. Если мы представим, зададим себе вопрос, какая я, как женщина, то есть в каком состоянии я нахожусь, мой ум, в благости ли, в страсти ли, или в невежестве. Если мы страдаем, то значит мы упали точно в невежество. Луна дает беспричинные страхи. Луна может давать вот такой эффект качелей.
у женщин, которые часто зависят от гормонального фона, к концу цикла лунного, к концу месячного цикла у женщин бывает просто луна в упадке, мир кажется вообще сквозь черные очки. Поэтому быть позитивным – это работа над собой. Работа над собой, большая работа над собой. Интересно, а как с Луной? Что-что? Как быть с Луной в этом случае? За нас все ответили уже мудрецы, что нам вот как бы выдается на подносике то, с чем мы пришли, с нашими наработками, которые были у нас когда-то. То есть ребенок приходит в мир, у него же есть наработки. Очень сильно влияет мама своим состоянием ума на ребенка, на внутреннее, Луна – это внутренний мир, точно так же и внутренний мир, атмосфера внутри семьи зависит от женщины, от состояния ее Луны. И если Луна скачет, как что часто бывает у женщин, ну, мы, в принципе, здесь и поэтому и помогаем женщинам, чтобы прийти к осознанности. Какой? Я хочу что-то поменять. Раз так много зависит от меня, раз так много зависит от атмосферы, которую я привношу своим внутренним миром, наверное, я должна сделать какие-то усилия. Поэтому Сати дает очень много возможностей для начинающих работать с умом, успокаивать, очищать ум через дыхательные практики, медитацию и сила Луны. Посмотрите, вот какие ощущения чудесные есть, когда мы думаем о поддерживающей энергии, когда мама всегда помогает своим детям просто тем, что она их любит, не осуждает, она не ждет от них никаких оценок, потому что мама может прожить опыт безусловной любви, когда она прижимает ребенка к сердцу. Вот это опыт безусловной любви, и потом ребенок растет, кстати, 5-й год, я забыла сказать, тоже и о взаимоотношениях с детьми. И вот в год номер 2 можно улучшить свое понимание, как я веду себя, как я проявляю себя, как мама, как жена, как сестра, какие у меня отношения с сестрой, если она есть, с мамой, с женщинами. Потому что женщины с женщинами могут быть либо конфликтовать, да, дружба с женщинами, это под большим вопросом часто ставится, но все возможно, потому что чем более мы внутри стабильны и позитивны, чем больше мы любим себя, и чем больше мы можем помочь другим, и работа над своим умом, это всегда мы получаем хорошие плоды от этой работы, но работа должна быть. Еще о Луне, значит, это хорошее рождение ребенка, может быть, в этот год, желание кооперироваться, потому что лунные люди, они любят сотрудничать. В этот год очень хорошо. То есть, если в первый мы начинаем что-то, то во второй год могут прийти люди, с кем мы можем сотрудничать, кооперироваться. Нужно научиться проявлять тоже вот в отношениях с людьми, с близкими. На работе как бы не проявишь все свои чувства, а вот с близкими проявить свои чувства. Во взаимоотношениях, потому что двоечка всегда тоже об отношениях. И чтобы было больше понимания между мужем и женой в паре, нужно уметь сказать о своих чувствах. Это возможность другому человеку хоть как-то встать на ваше место. Мужчина, как ты считаешь, может понять женщину? Нет. Почему? Если только она скажет, наверное. Только если она скажет о своих чувствах. Вот. Значит, не могут, дорогие, любимые женщины, не может мужчина понять наш мир. Но поэтому он же до этого должен стать женщиной, а он мужчина. Мир его чувств, мир его логики никакого отношения к нашему восприятию, не имеет. Поэтому, зная это, нужно сказать мужчине о своих чувствах.
тогда мы поможем, мостик такой сделаем, хоть как-то, чтобы он примерно приблизился к удивительному, волшебному или сумасшедшему миру женщин, потому что мужчины восхищаются женщинами, но для них это, для многих мужчин это суть вообще их существования, но только если бизнес не на первом месте. Вот. Женщин не могут жить мужчины, но встать на место женщины они не могут. Поэтому женщина, которая говорит о своих чувствах, когда ей плохо на душе, когда ей тоскливо на душе, когда хочется плакать, как маленькой девочке, можно и нужно говорить своему близкому мужчине. Тогда он хоть как, ну скажи, просто погладь меня по головке, что ли, успокой, больше ничего не нужно. Вот. А Да. понимание женщины, ну если женщина сама себя не всегда понимает, вы хотите, чтобы мужчина еще понял. И, Да. конечно же, вот интуиции, чувствуйте свою интуицию. Потому что часто интуиция, это несколько секунд, она четко помогает нам услышать помощь наших световых наставников, ангелов, хранителей. Они подсказывают, но только если наш канал интуиции открыт. А часто интуиция закрыта внутренними зажимами, страхами, переживаниями, фобиями. Все, что надо, отпускать. Я сейчас сказала одним словом «отпускать», но я понимаю, что за этим тоже стоит работа. А возможностей много. В России очень много потрясающих совершенно специалистов и различных техник, как отпускать свои страхи, обиды, фобии. Обиды — это больше уже по Венере, тоже женской планете. Так что больше проявляйте заботу в этот год о семье, заботу о людях, вот такие сестринско-материнские качества. И налаживание бытового комфорта, это тоже внутренняя, да, жизнь. Дальше, что я написала? Благоприятен в перемена в образе мышления этот год. Могут прийти новые друзья, которые окажут поддержку в будущем. Время для избавления от ненужного беспокойства и спешки. Самоанализ очень важен. И возрастание личной притягательности. Вот все детки, когда они маленькие, они находятся под влиянием Луны. Но они же такие, хочется их обнять, и хочется зацеловать. Вот женщина в этот год, она может, когда страхи и беспокойство и вот ментальную нестабильность отпустит, она может стать сладкой, вот такой, как ребенок, которого муж пришел с работы уставший, он хочет эту сладость обнять, зацеловать, прижать. Вот такое нужно, чтобы женщина имела притягательность, вот такую лунную, мягкую, нежную. Дальше. Может услышать в этот год она совет от матери, потому что взаимоотношения дочь-мама у всех, практически у всех сложные. Но это тоже не просто так, это выдано здесь нам для нашего личностного роста. Вообще все сложности для личного роста. В этот год хорошо идти тоже к астрологу, нумерологу, чтобы разобраться вот в своих непонятных, скажем, таких состояниях. Партнерство важно в этот год, и нужно позволить себе и помечтать. Какие вопросы, что-то есть по Луне у тебя? По Луне все понятно, можем переходить дальше, чтобы мы успели еще на очень интересную тему с вами поговорить. Хорошо. Буду более кратко говорить. Год номер 3, год Юпитера. Программы по расширению творчества и необычных возможностей реализации. Этот год успешный. Планета Юпитер, на санскрите ее называют гуру. То есть, чтобы стать внутренним гуру, внутренним мудрецом, нужно избавиться от больших количеств слоев нашего невежества. И поиск истинных знаний, и я сейчас говорю о ведических знаниях, знания, которые были даны мудрецам много тысяч лет назад, и они актуальны и сейчас. Они всегда в этот год
который благоприятен для изучения, для повышения не только квалификации, потому что год-то легкий. То есть мы первый, второй год как по нарастающей. Говорится, год Троицу, Бог Троицу любит, год, когда может прийти, родиться ребенок в паре, год, когда нету больших препятствий, скажем так, по судьбе. Это год креативности, научиться выражать себя тоже не агрессивно. Обучение в старину было ораторское искусство, умение говорить от всего сердца, помолчать, а потом, может быть, сказать. Вот мудрец, да, когда мудрецы вообще не так много говорят. В этот год нужно, тоже можно понять, научились говорить, нужно научиться иногда и помолчать. Этот год может принести финансовый успех, имя и славу даже. То есть потрудились, вложились и могут прийти в этот год очень благоприятные какие-то плоды. Так что за этот год нужно развивать честность и бесстрашие. Видите, какие качества? Внутренний гуру, внутренний мудрец может сказать, назвать вещи своими именами без страхов. И честность, качество честности, умение говорить красиво, позаботиться о том, чтобы речь стала более красивой, более возвышенной, потому что уже доказано нашими физиками, что речь влияет на развитие не только плода, которого носит мама, а на все 7 поколений, на наше ДНК. И хороший год также это для бизнеса, для открытия новых предприятий, для планирования, год продвижения по службе, смена работы тоже может быть в этот год. Можно без страхов уйти с своей работой, и не, наоборот будет облегчение. Принесет радость, а не страх даже, если будет смена работы. Вот так чувствуется и все. Бесстрашно идем на смену. Хороший год для начала обучения, так и преподавания. Это троечки могут быть, у кого число судьбы, вот 3, могут с годами стать хорошими преподавателями. Год хороший вот также для учителей, юристов, адвокатов. Год, когда можно что-то выгодно как продать, так и приобрести. Год хорош для зачатия сына. Или год хороший для рождения сына. Да. И этот год связан с мужской позитивной энергией, креативной уверенности в себе, потому что хороший Юпитер, благости, это внутренняя уверенность в себе. И берите ответственность за многие поступки, это благородное качество Юпитера в благости, развивайте силу веры. Смотрите, какая глубина. Да? И все мудрецы, все святые нам показывают, потому что гуру пришло от санскрита. Гуру на санскрите обозначает тот, кто убирает невежество с наших глаз. И иллюзии, и всякие конфузии, чего только мы не найдем у себя в уме. Следующий год. Год Раху. Значит, Раху – это южный узел ведической нумерологии и астрологии. В западной астрологии это планета Уран. Планета, которая сотрясает все. Значит, это год непростой, это год, который может быть... Вот представьте, год 2020, да? Вот только он прошел. Посмотрите, сколько было различных потрясений, как люди проживали этот год. То есть потрясения... могут прийти оттуда, откуда не ждешь, совершенно непонятным образом. И это взлеты как вверх, так и вниз. Потому что кто-то в этот год потерял, да, бизнес очень многие люди потеряли, здоровье, кто-то потерял жизнь. А кто-то в этот год обогатился там на всех этих масках, перчатках, которых раньше и в помине не было. То есть год 4 – это год, часто бывает сотрясений каких-то неожиданных совершенно изменений. Нужно быть внимательным, что этот год могут быть обманывать вас, потому что Раху это планета-фантом, он как... Ну вот как осьминог плывет, и потом он раз и чернильное облако выпустил.
И вот в этом облаке человек ничего не видит. И его можно Как обмануть. Да, потому что как завеса такая. Вот как завеса, в которой завеса. ничего не видно. И можно Мгм. человека обмануть. Год 2020 для тех, кто знает, ну, подоплеку того, что происходит сейчас, тоже, кстати, Мгм. очень много есть за завесой той истины, которой не говорится людям. А на самом деле мы пришли в век Водолея все равно, где все тайное станет явным. Но год четверка, он непростой год, потому что он может давать как эмоциональные качели, как на американских горках. И, Мгм. значит, этот год активизации неизбежных таких состояний кармических, когда человеку не просто совладать со своим внутренним эмоциональным тоже состоянием и со страхами, которые на самом деле не так страшно говорят. Но люди в этот момент могут бояться, и как вот в тот год очень многие люди ушли, просто сам страх болезни был намного страшнее, чем это было. То есть такие страшилки могут навалиться. И эти состояния могут навалиться как что-то тяжелое или как болезнь. То есть у кого-то это год, когда лучше не ходить. Я не буду давать такие на 100% такие советы, потому что каждый должен чувствовать сам. Но, в принципе, все болезни, которые Раху нам дает, потому что 2020 год не каждый раз у нас, мы не помним еще пока такого периода, и период уникальный, но этот год, когда лучше идти через альтернативную медицину. Все, что Мгм. тело наше показывает, чтобы привлечь внимание, мы говорили с тобой в теме о чакрах, это что человек думает, там эта энергия негативная и пойдет в ту или иную часть тела, и психосоматика тело призывает, обращает на себя внимание вот таким образом, чтобы мы, тело это друг, самый верный, который всегда здесь. Раху тоже олицетворяет здоровье физическое, но болезнь может быть как тайное благословление, потому что это возможность расширения видения мира. Четверка такой, как квадратик рисуется, и этот квадрат может быть либо как тюрьма в голове, либо мы выходим из этой тюрьмы расширением видения жизни. И когда мы идем по пути развития духовного, то человек может освободиться от этих в программе были заложены в голове, что какие-то ограничения, которых человек считал, что невозможно, а на самом деле возможно очень многое. И Раху дает много работы, много иногда тяжелой работы, иногда приваливает столько работы, что человек потом, у него сил нет даже отдохнуть. А вот нужно как раз заниматься массажами, да, то есть восстанавливаться после тяжелой работы. Но иногда этот год, когда надо работать, работать и работать. То есть успех может прийти, и стабильность может прийти, финансовая стабильность, если мы говорим о материальном мире, но после большого труда. И эта планета дает огромное количество привязок, жадности, неутомимой жадности к материальным благам. Быт засасывает, как черная дыра. Хочу больше, больше и больше. Как в сказке у Пушкина, который был удивительным, как бы закодированную информацию он посылал через свои сказания. Сказка о рыбаке и рыбке. Да? Понятно. Вот она, старуха хотела все больше и больше и больше. Это год испытаний, но надо уметь благодарить за все. Это уже высшая Да. мудрость. Потому что это год, это планета, которая не дает удовлетворения, если желания растущие, их все больше и больше, а удовлетворения нет. Поэтому только выход на духовный путь, на расширение сознания, это сила влияния этой планеты. Только он будет давать более глубокие ощущения и удовлетворения. Значит, может прийти новый дом, новая квартира, новое предприятие.
и встреча с жизненным партнером. Это год, когда может быть роды, свадьба, ячейка, семейное образование. То есть нет ничего плохого, есть всегда различная информация, связанная с этой планетой. Путешествия тоже для расширения сознания. Новые друзья могут прийти, установление отношений с начальством или с властью. Мгм. Но опять же, если мы делаем духовные какие-то изыскания, это всегда фактор вот для этой планеты возможности духовного роста, когда нет Понятно. пределов, нет этих ограничений, а планета ограничивающая. Год номер... Я боюсь, что мы с вами не успеем, у нас 15 минут осталось. Ой, ну что ж, тогда на сегодня я скажу только о год номер 5, остальные годы, так как у нас универсальный год 5, и те, кто посчитал свой день рождения и месяц, и вот эту сумму с пятерочкой, если у вас получилось 5, то я вас поздравляю. Значит, всю остальную информацию вы сможете уже узнать на консультациях, если вам будет это актуально. Итак, что же год персональный, личный, длящийся от вашего дня рождения до другого дня рождения, пятерочка. Успех, причем быстрый успех. Это как бы отдышка, выдох после года 4. Можно поехать на каникулы, можно пятерка, которая обожает передвижение. Я видела, что многие уехали в этом году, несмотря на запрещение, кто в Египет, кто в Турцию. Значит, это же озорная планета, вечно молодая. Крылышки у него к сандалиям, как вечно молодой бог Гермес. Значит, для бизнеса это очень удачный год. Вот опять же, надо осмелиться, и все время это планета, которая любит двигаться. Так нужно взять ее лучшие качества и двигаться, активничать, быть активным в этот год, но тогда могут прийти какие-то успехи в финансовых предприятиях. Быть внимательным. Какая должна быть внимательность? Что вы говорите? Ляпсусы могут быть такие, что потом вы за это расплачиваетесь. Тем более людям, которых в социуме известны, да, знаменитости, когда они говорят, то они под лупой социума. Потому что Меркурий — планета, которая входит в ретроградное движение назад и может давать в этот момент какие-то ошибки в речи, непонимание при подписании контрактов. Не спешит. А эта планета спешит все время. Значит, да, он поспешилкин, он же Буратино, он же очень ему интересно все узнать, все увидеть. И вот поспешишь людей, насмешишь, вот тут двоякая. Если интуиция, потому что пятерка тоже, это может быть чуйка, это вот чувствуется и все. Тут может быть успех, потому что интуиция подсказала, осмелился, вошел в активное действие, и класс, все получилось. Значит, а иногда бывает, поспешишь, людей насмешишь. Вот тут только ваша интуиция может вам подсказать. Значит, для работников СМИ, вот этот год, опять же, смотрим, да, для них-то он успешен. Ну, да. Значит, этот год успешен для творчества, для поэтов, писателей, актеров, радиоартисты, журналисты. Опять же, другое дело, что журналисты говорят правду или они хорошо оплачиваемые, потому что, видите как, тут все есть. Но это год онлайн, когда сейчас обучение, потому что он в ответе за технику. Все это процветает. Взаимоотношения с детьми. Очень-очень важно, потому что то, что этот хаос, который происходит, и СМИ делают в мире, то проживают это более всех. Так, у Анжани что-то с интернетом. Будем надеяться, что сейчас связь у нее появится. Подождем минутку. К сожалению, ее выбило.
дорогие, сейчас посмотрим, может быть, Анжани вернется к нам обратно. И мы продолжим. Еще 10 минут у нас есть. Пока я ее не вижу. Может, у вас есть какие-то вопросы? Напишите что-нибудь. У нас третья попытка. Так, сейчас я вижу Анжани. Третья попытка. О, Анжанима, третья попытка. Бог все любит, попробуем в третий раз. Давай. Да. Итак, о Ганеше. О секретах и о символике Ганеша. Мало того, что Ганешек считается тот, кто убирает препятствия, он убирает препятствия, не просто разметает своим хоботом препятствия, потому что слон могучее животное, да? И тут очень много символики. Во-первых, он убирает, у него в одной из рук, у него 4 руки, он считается сыном, не считается, а он сын бога Шивы. Очень многие из вас знают, кто такой Шива. Мантры любят. И знают, что он живет на Кайласе. На том Кайласе, невидимом человеческому глазу, на тонком плане. И у него его жена, супруга, богиня Парвати, божественная матушка. И один из детей – это Ганеша. И Ганеша – это бог разума, бог мудрости. Так вот, символика, одна из символик, что, во-первых, слоны дышат очень медленно. А те животные, которые как зайчики или как собачки, которые бегут, да, они свое дыхание используют очень медленно. Значит, символика того, что нужно научиться замедлять дыхание, потому что одно из секретов йоги и медитации с осознанным дыханием, замедляем дыхание, замедляется, успокаивается наши мысли. И если хаос, который вокруг царит, то Ганеш, представьте, что идет огромный слон, да, и он как спокойная, огромная гора, стабильная. Почему он также еще нужно, чтобы люди, которые под влиянием Раху, планеты, от своих страхов и от своей нестабильности, и от этих качельных эффектов американских горок, внутренне наработали стержень, стабильность, символика Ганеша, что ты, человек, можешь стать стабильным, как гора, и пройдешь через все испытания, как бы чтобы ни было вокруг тебя, ты идешь внутренним, спокойным состоянием. Только для этого, для того, чтобы Ганеш убрал сложности, нужно научиться спокойному дыханию, замедлять дыхание, потому что Ганеш уберет тогда препятствие, не когда мы поставим статуэтку. Вот у меня даже он тут висит. Вот он, видишь, маленький Ганешек. Ух ты, да, какой красивый. Значит, Ганешика ставят или огромного, или маленького. Но если просто поставить статуэтку, никакие из ума препятствия не уйдут, потому что они все здесь. Итак, когда мы обучаемся, я обучаю многих начальным стопам медитации,
замедляем дыхание, дыхание успеха. Когда мы дышим медленно, четко идет взаимосвязь между замедленным, спокойным дыханием, тогда ум, мысли и чувства тоже замедляют ход. И эта стабильность, ты спрашивала, а что же делать с этой Луной, которая меняется? А что же делать? Жизнь так устроена, что идут постоянные испытания, идут постоянные уроки. Но если мы не понимаем, что уроки даны для того, чтобы мы росли, сложности для того, чтобы мы различные возможности развития находили, то тогда нам сложно. А вот Ганеш, когда мы начинаем медленно дышать, становимся более уверенными в себе, когда мы делаем стабильную практику. Ганеш убирает препятствия, когда человек не бегает. Вот Меркурий — это туризм такой, побежал сюда, туда, это тоже все в голове. Никакого результата нет, когда человек слишком много бегает в никуда. На духовном... Мысли тоже бегают. Да, и мысли бегают. И вот когда человек становится стабильным в своей практике, когда он становится стабильным внутри, у Ганеша есть одной из его могущественных сил идти однонаправленным действием. Однонаправленным действием. То есть говорят, вода и камень точит. Если человек делает стабильно практику, мы не говорили о других планетах, а планета Сатурн в ответе за нашу карму, Сатурн, Шани, Дев, в ответе за то, что мы посеяли и что мы получаем. Но вот как мы реагируем на то, что мы получаем различные сложности, это тоже в области стабильных занятий, стабильной практики. И Ганеш своим топориком, его топорик дает символ, что он отрубает желание привязки к материальному миру, которых у людей становится все больше, больше и больше. Желание становится как слон, их даже невозможно вместить в одну коробочку, а людям все мало, мало и мало. И известный факт, что у людей, у которых чем больше становится денег, то становится и больше проблем, и становится еще больше желаний. Это не к тому, чтобы ничего не желать, но Ганеш о том, ведь это же Бог мудрости, что мы можем выбирать, какие желания превалируют. А во всем хорошо иметь баланс. Так вот, топориком он отрезает какие-либо привязки, ведь Шива, Господь, который отвечает также за привязки человека и за непривязанность к ним. Не просто так сделал Ганеша своим сыном. Далее, Ганеш, хобот Ганеша, этот образ, который мы видим на внешнем плане, на самом деле он еще соответствует и нашему внутреннему строению. Нет ни одного аспекта Бога, ни одной силы планеты на внешнем плане, которого бы мы не нашли у нас внутри. Так вот, есть такие законы, то, что наверху, то же самое и внизу. Поэтому было сказано, что человек сделан по образу Божию. У нас все внутри есть силы. И Ганеш на внешнем плане, где же он у нас внутри? Хобот Ганеша – это позвоночник человека. И если сделать разрез, да, вот так сделать разрез и посмотреть на человека сверху, то голова Ганеша – это голова наша, и хобот Ганеша – это внутри наш позвоночник. А на позвоночнике, так как Ганеша освобождает от препятствий тех, кто идет стабильным духовным путем и проходит все свои испытания через знания, потому что есть такие интересные знания, что через Ганеша пришли ведические все знания, что Ганеш был тем, кто писал Веды, ведические знания, записывал, а мудрец Ведавьяса принимал эти послания. Поэтому это мудрость. И мудрый тот, кто идет внутрь себя. Когда Раху, планета, дает вот эти бури, мудрый уйдет внутрь себя, в глубину, на глубинные поиски. А в глубине есть что-то интересное у человека.
И наш предыдущий эфир мы говорили о чакрах, которые находятся внутри. То есть Ганеш приглашает на работу со своими чакрами, которые есть у человека, которые как гирлянда, вот как точно так же, как Ганеша хобот, точно так же позвоночник человека, да, он мягкий, когда мы ходим, и когда мы занимаемся позвоночником, когда там есть сила, сила солнца в позвоночнике, и мягкость, тоже гибкость, все в позвоночнике. В йоге мы делаем упор на силу, которая есть внутри человека, это позвоночник. Поэтому работа со своим внутренним миром, он будет убирать препятствия Ганеш. Только надо внутрь себя осмелиться заглянуть и делать стабильную работу внутри себя по чакрам. Вот какой внутренний мир, мир мудрости приглашает Ганеш. А так можно, конечно же, и мантру ему петь, и его мантра начинается всегда, мы начинаем мантры Ганеша, можно и день начинать с этой мантры, чтобы он приносил успех. Ну, а в эфире о чакрах мы говорили, что он связан также со стабильностью, силой на первой чакре быть. Это, кстати, тоже и трезвый ум. То есть, чтобы не зависать только в одних каких-то мечтаниях. А мечтать можно, но чтобы мы не были привязаны к результату, ведь ум часто, мы что-то ждет, что-то ожидает. Ганеш тут как тут. Он отрежет все ожидания. Потому что все ожидания, если они не складываются таким образом, как нам хочется, что они приносят? Страдания. Вообще корень всех страданий, когда человек ожидает одно, часто происходит вовсе не так, как мы думаем. Вот сколько это качество Ганеша, который помогает человеку идти однонаправленным путем к самому себе, чтобы стать наилучшей версией самих себя. Вот. Какие у тебя есть какие-то интересные вопросы, может быть, возникли? Получается, эту практику, то, что мы давали в прошлом эфире о чакрах Ганеша, мы можем также и практиковать. Конечно. Просто тогда на том эфире я не говорила еще о больших качествах Ганеша. Да. В индуизме очень много интересных символов, и чем больше мы идем в глубину, чем больше мы узнаем, путешествие внутрь становится все более и более увлекательным. У нас есть еще время, поговорим о том, что Ганеш приглашает, так как это аспект мудрый человека, то он приглашает искать знания. И я хотела бы поговорить еще в этом эфире о том, что мудрецы нам дали ведические знания, они называются нисходящие знания. То есть это не человек их придумал, а сидели мудрецы, да, в этой позе медитации, там много тысяч лет назад, и принимали нисходящие знания из истока. Поэтому аюрведа – это наука о жизни, о том, как человеку пройти столько испытаний. И в книге, в «Жемчужине ведической мудрости», которая называется «Бхагавад-гита», вот это Бхагавад-гита на английском языке, краткое, вот это издание Бхагавад-гиты для тех, кто захочет найти в Москве, как называется этот магазин, Кариночка? «Белые облака», да? Белые облака, да. Да, белые облака. Если вдруг у вас будет желание, возникнет изучать Бхагавад-гиту, где в 18 главах есть подсказки, инструкции, где Господь Бог дает инструкции лучшему человеку на тот момент, которого зовут Арджуна. Арджуна — это все мы с вами. И Господь Бог дает ему инструкции, а как же человеку пройти через все испытания, которые получает человек здесь, в этой школе жизни. Книги Священные Писания нелегко самому человеку изучать, поэтому сквозь века не только в Индии, а во всех традициях
мы видим, что людям было предложено идти путем мудрости, искать учителя. В христианстве это также Иисус и его 12 учеников, апостолов. В индуизме это священные традиции, что йогины искали своего мудреца, своего учителя, своего садгуру. И тогда мудрецы обучали своих учеников и помогали им разобраться в непростых ведических текстах. Вот, на Бхагавад-гита — это книга нашего учителя, который дал комментарии, как многие мудрецы, как многие святые сквозь века давали комментарии к тексту Бхагавад-гиты. И есть комментарии вот в таком большом варианте Бхагавад-гиты. Видите? Гита, маленький вариант тоже есть, и на русском языке вот это самый простой вариант найти в облаках, или «Путь к себе», по-моему, так магазин называется. Книга «Мудрость тысячелетий». Бхагавад-гита «От страха и страданий к свободе и бессмертию». Да. И, то есть, если ваш внутренний мудрец захочет узнать что-либо большее, то, конечно же, эта книга может вас привлечь. И сериал ведический «Махабхарата» в помощь, потому что, конечно же, не так легко самим изучать священные писания, поэтому я говорю, это самый наилегчайший вариант из тех, которые я встречала. Но для тех, кто смотрел Махабхарату, эпос ведический, там есть несколько серий, где можно услышать, как Господь объясняет на поле битвы, дает инструкции, как превзойти и горе, и радости. Ведь наша жизнь состоит все время из каких-то событий. Радостные почему-то мы быстро забываем, а вот горестные мы помним очень долго. Но если мы будем честны с собой и посмотрим, ведь проходит все, абсолютно все проходит, да? И радостные моменты, и горестные моменты. И как превзойти эти моменты, и как стабильно через них проходить, это тоже о силе Ганеша. Да. Благодарю вас, Анджани. Благодарю. Ну вот. Что я еще хотела добавить? У тебя есть какие-нибудь вопросы? Потому что ты всегда задаешь очень интересные вопросы, и это очень помогает тоже нашим слушателям. Знаете, я про Бхагавад-гиту и про сериал хотела сказать, что там действительно столько мудрости и столько знаний в нашем каждом дне, который происходит. Там все описано, и все изложено, и все ответы на наши вопросы. Даже в любом месте можно открыть книгу, и можно получить ответ на свой вопрос в какой-либо ситуации или в жизни. Вот это самая большая мудрость, то, что ты сейчас сказала, потому что ты уже изучаешь эту книгу. Да. Эта мудрость сквозь тысячелетия, она также актуальна, потому что человек, меняя костюмы, да, какие-то мода меняется, но внутренний мир человека не меняется. Мы пришли сюда, чтобы поменять его, обогатить свой мир, задавать вопросы, это очень важно. Ведь для нашего развития. Ведь мы же пришли в школу, значит, имеем право что-то не понимать, имеем право падать на этом пути и плакать, и у нас может что-то не получаться. Но главное встать не с пустыми руками, как говорили мудрецы, встать с опытом, потому что постоянно нам дают уроки. И чтобы понять, что это за уроки, в книге Бхагавад-гита описана эта мудрость, не оторванная от нашей практики в жизни каждого дня. Книга дает советы, как же нам пройти. Ответы на все вопросы. Я с тобой полностью согласна. И хочу поблагодарить моего учителя, твоего учителя. Мудрецы всегда ведут людей к этой заветной цели. Встречи человека с самим собой, к
ответом и проживанием глубинных вопросов на вопрос «Кто я?», какой смысл моей жизни. И мой учитель, я много лет его искала, и когда прочитала книгу «Автобиография йоги», искала учителя, вот учитель Шри с вами Вишвананда, Парамахамса Вишвананда, который дал нам практику, которая меняет судьбу, трансформирует судьбу. Это Атма-крия-йога. Сати дает практику обучения Атма-крия-йоги. Это практики, которые трансформируют внутренний мир человека. Это практики, которые меняют ценности. Это практики, которые без страданий помогают изменить свой внутренний мир, и путешествие к самому себе становится все более и более захватывающим и интересным. Наверное, хочу добавить, что на меня очень многие джиотиш-астрологи рассердятся, потому что джиотиш — наука о влиянии планет на нас. Джиотиш — это свет. И если планеты влияют, они уже влияют, и, казалось бы, ничего не может их изменить. Но я хочу сказать, что практики, данные нашим учителем Парамахамсой Вишванандой, Атма-крия-йога, где Атма — наше высшее Я, крия — осознанное действие в жизни каждого дня, и очищение, очищающие путь практики, чтобы дорога к душе была светла. Эти практики, они убирают препятствия. Ганеш не может просто фигурка Ганеша или его изображение убрать препятствия, которые у нас есть и записаны у нас в уме и на всех чакрах. И эти практики меняют, трансформируют жизнь. Поэтому я хочу поблагодарить всех мудрецов, всех учителей, всех гуру, которые приходили и несли свет своих знаний, чтобы нам, людям, эту дорогу, этот путь к себе и к освобождению из школы жизни когда-нибудь это, может быть, случится с каждым из нас, потому что это цель йоги — освобождение из постоянных реинкарнаций, смертей и рождений, рождения и смертей в кругу сансары, так называемом. Да. Поэтому хочу еще раз поблагодарить всех учителей, и которым у меня огромная благодарность, огромная любовь, и моего учителя, нашего с тобой учителя, с вами Шри Вишвананда. Парамахамса Вишвананда — это титул святых. Парамахамса означает «не запятнанный кармой». Поэтому есть такая возможность получать благословление от святого. У Карины вы можете узнать, где возможность записаться на благословление на даршаны, благословление Парамахамса Вишвананды на онлайн. Вот такой удивительный, кстати, год, что можно онлайн получать вот такие благословления, которые меняют жизнь. Всего вам тогда самого доброго на сегодняшний день. Благодарю тоже тебя, Кариночка. Благодарю всех, кто участвовал и у кого было терпение. Да, потому что мы 3 раза сегодня пытались, с 3-й попытки у нас получилось. Ну, Ганеш нам в помощь. Да, благодарю вас, Анджанима. И Ганеш. И Ганеш тоже с нами. Да. Благодарю вас. Намасте. Очень полезно. Все эфиры мы сохраняем. И если будут какие-то вопросы, я вам передам. Вам уже пишут благодарности. Вот. Так что мы вам рады. Что я бы хотела добавить, что те замечательные родители, которые идут на встречу со своим ребенком, потому что через консультацию есть возможность взглянуть в глубину истинных нужд вашего ребенка, который так зависим от вас. Поэтому консультация может дать, нумерологическая, может дать возможности увидеть вашего ребенка под другим углом, увидеть, что вы можете ему дать не с вашей точки зрения, потому что часто мамы просто заменяют
выплескивают на своих детей всю свою любовь и все свои невыполненные проекты. А если вы хотите узнать, что же, какие истинные запросы у вашего ребенка, добро пожаловать на консультации. Так что всего самого доброго, намасте, всем хорошего времени суток. И тебе спасибо большое, Кленочка. Благодарю. До следующих встреч.